Непотопляемый «Титаник» не пошел ко дну мирно, и это добавило неимоверных сложностей в поиске его последнего пристанища. Этот всемирно известный и прекрасно спроектированный лайнер затонул в 1912 году, а его местонахождение оставалось загадкой на протяжении долгих десятилетий, пока его не обнаружили лишь в 1985 году в ходе секретной, практически шпионской миссии. На рубеже XIX века люди имели лишь общее представление о том, где мог находиться «Титаник», однако технологии того времени не позволяли им осуществить свою цель – найти его. Когда судно уходило на дно, оно послало тревожные сигналы в CQD, что означало «срочно нужна помощь». На соседнее судно – «Карпатия». «Немедленно прибыть. Мы налетели на айсберг». «Это CQD, старина». Таковы были последние слова, переданные с борта «Титаника» через беспроводную связь системы Маркони. Именно благодаря этим важным и тревожным сообщениям, зашифрованным в азбуке Морзе, стали возможны первые исследовательские экспедиции к затонувшему судну. «Карпатия», которая спешила на помощь, вовремя обнаружила спасательные шлюпки с выжившими пассажирами на борту «Титаника», но весь мир также испытывал жгучее желание узнать правду о том, что произошло с этим знаменитым лайнером. Сигнал бедствия был подан всего за 2 часа до того, как весь корабль окончательно ушел под водную гладь. Всего через чуть более чем полчаса после того, как последняя спасательная шлюпка покинула борт, нос судна полностью затонул. Корма корабля поднялась к небесам, а середина судна разорвалась на части. Это был драматический, пугающий и трагичный финал. Нос лайнера ударился о дно океана с такой силой, что смог оставить следы, видимые и по сей день. И «Титаник» не ушел под воду плавно, как пытался нас убедить знаменитый фильм Джеймса Кэмерона, и именно поэтому исследователи продолжают находить кастрюли, сковороды, обувь и даже личные вещи, которые остались во дне океана, представляя собой несчастливые свидетельства гибели корабля. 7 из самых богатых людей, находившихся на борту, такие как Астер и Гугенхайм, хотели финансировать грандиозную миссию по подъему «Титаника» на поверхность, но они оказались в полном недоумении перед лицом отсутствия современных технологий, необходимых для выполнения, казалось бы, простой задачи – найти место падения корабля. Теперь перенесемся в 1953 год. Именно тогда была предпринята первая серьезная попытка найти останки «Титаника». Человек по имени Риздон Бизли, вдохновленный историей крушения, решил попробовать нестандартный метод. Он использовал шумное взрывное устройство для обнаружения корабля. На первый взгляд это может показаться странным, но у Бизли было научное обоснование. Когда динамит сотрясает Землю, волны от детонации достигают дна океана. Используя сонары, ученые могли бы определить, есть ли на дне океана какие-либо твердые объекты, которые могли бы указывать на катастрофу. Однако, к сожалению, Бизли не повезло. Прошло еще 20 лет, прежде чем океанолог Роберт Баллард осуществил свою решительную попытку найти «Титаник». Балларду повезло немного больше, чем Бизли. В предшествующие годы подводные технологии получили значительно большее финансирование и разрабатывались на более высоком уровне, благодаря чему они стали работать значительно эффективнее. Баллард впервые реализовал свой план в 1900 году. Он сотрудничал с океанографическим институтом Вудсхоула, чтобы составить карту океанского дна. Институт нанял его, чтобы протестировать новую технологию картографирования, но Баллард был настойчив и имел свои собственные намерения. Он стремился найти затонувший «Титаник». В центре этого нового технологичного исследовательского судна располагалось отверстие, через которое в воду уходила длинная труба, соединенная с сонарами и камерами, выпущенными в океан. Исследователи верили, что их ждет нечто грандиозное,
и с надеждой вышли на море, чтобы провести несколько тестов. Но, к сожалению, во время пробного запуска их постигло несчастье. Бурильная труба сломалась, и все дорогостоящее оборудование оказалось на дне океана, примерно так же, как это произошло с самим и «Титаником». Когда Баллард потерпел неудачу, в истории поиска затонувшего лайнера появился еще один ключевой персонаж – человек по имени Джек Грим, эксцентричный нефтяной магнат, известный своими странными затеями. Грим стал знаменитым благодаря своим попыткам обнаружить такие загадочные объекты, как Ноев ковчег, Лохнесское чудовище и даже Бигфут. Он также был сторонником теории полой Земли, утверждая, что внутренняя часть Земли полностью полая, и на ней расположены подземные города и даже целые цивилизации. Его поиски заключались в том, чтобы найти большую дыру на Северном полюсе, что, по его мнению, привело бы его внутрь полой Земли. После того, как его попытки не увенчались успехом, он направил свои поиски на затонувший «Титаник». Грим обладал достаточными финансами, однако не имел современных технологий для осуществления своей миссии. Поэтому, будучи миллиардером, он сделал крупное пожертвование Колумбийскому университету и попросил использовать часть их оборудования в обмен. Кроме того, он нанял команду высококвалифицированных ученых для помощи в управлении техникой. Однако нестандартный подход Грима также сыграл свою роль в развитии событий. Он взял на борт обезьяну по кличке Титан, которая, как считали, могла указывать на карты и находить потерянные вещи, в том числе и «Титаник». Ученые были шокированы такой эксцентричностью и поставили условия: либо они, либо обезьяна. Поэтому экспедиция покинула Флориду без Титана. Никакой обезьяны не было. Ученые установили курс на предполагаемое местоположение последнего сигнала бедствия «Титаника». Прибыв на место, они решили тщательно обследовать каждый сантиметр океанского дна, но поначалу так ничего и не нашли. Это привело их к формулировке новой важной теории. Возможно, капитан «Титаника» дал неверные координаты местоположения корабля. В это трудно поверить, учитывая, что спасательные шлюпки были найдены далеко от координат сигнала бедствия. Возможно, капитан не учел смену часового пояса во время их тревожного путешествия. Это вполне объяснимо для человека, находящегося в таком стрессе, не так ли? Первая экспедиция Грима длилась 3 недели, но, к сожалению, они не обнаружили абсолютно ничего. Они использовали очень хороший метод поиска, известный как «стрижка газона», где имитировали похожие движения, чтобы тщательно нанести на карту каждый сантиметр большой территории вокруг координат бедствия «Титаника». Причины неудачи заключались в серьезных дефектах оборудования и ужасных погодных условиях, что также ставило под сомнение успех их предприятия. В этот момент в дело снова вмешался предыдущий искатель затонувшего «Титаника» Роберт Баллард. У него не было миллионов, как у Джека Грима, но зато было одно важное преимущество. Морской геолог имел опыт и связи, поскольку он тесно сотрудничал с военно-морским флотом США для поиска 2 затонувших в 60-х годах прошлого века ядерных подводных лодок. Баллард сам утверждает, что вел двойную жизнь. С одной стороны, он был исследователем, с другой – офицером разведки флота. Соглашение было простым. Он получит зеленый свет на поиски «Титаника» только после того, как найдет 2 пропавшие подводные лодки. Для этой цели он использовал беспилотный подводный аппарат под названием «Арго». «Арго» выглядел как маленькие санные упряжки и был прикреплен к большому кораблю, который плыл над водой с длинным кабелем, в то время как операторы находились на борту. На этих санях были установлены сонары и камеры, которые в режиме реального времени делали снимки океанского дна. Это было настоящим прорывом по сравнению с прежними попытками, которые использовали более примитивные технологии. После долгих и тщательных размышлений в голову Балларда пришла идея. Он предположил, что сила крушения должна была оставить кометный след,
ведущий к самому кораблю. Во время поисков «Титаника» большинство искателей пытались найти сам корабль. Но до этого момента это выглядело как попытка найти иголку в стоге сена. Вот почему логика Балларда оказалась столь блестящей. У него было еще одно препятствие — время. Он мог искать корабль только после того, как найдет потерянные подводные лодки, и к моменту, когда это произошло, у него оставалось всего 12 дней. Баллард объединился с другим ученым, и они применили метод стрижки газона для составления карты океанского дна. Ключевым моментом, который многие из исследователей упустили, было то, что в день катастрофы морское течение двигалось на юг. Это означало, что поле обломков должно находиться к югу от координат сигнала бедствия. Чтобы сэкономить время и ресурсы, Баллард решил провести быструю разведку океанского дна, располагая линии на расстоянии около 5 километров друг от друга в поисках полей обломков. Он также решил больше полагаться на визуальные изображения с камеры, чем на сигналы сонара, что стало важным шагом для успешного поиска. Его команда по очереди управляла Арго и просматривала видео, охватывающее большие расстояния подводной местности. Прошло несколько дней, и океан оставался пустым, не давая никаких зацепок. Но настал момент, когда их привычные камни начали казаться рукотворными обломками. И внезапно, вот он, заветный момент. Котел Титаника. Баллард чувствовал прилив адреналина, потому что его гипотеза оказалась верной. Поле обломков привело их обратно к кораблю. И вот, спустя 73 лет упорных поисков, они, наконец, нашли затонувший «Титаник». И это стало настоящим триумфом для всех, кто на протяжении стольких лет надеялся узнать правду о трагедии, которая потрясла мир. Это было не просто открытие, это был акт восстановления исторической памяти о великом лайнере и о том, как человеческие жизни были связаны с его историей. Подтвердились думы и надежды многих, кто верил, что его останки все еще хранят многие тайны, готовые открыться. Открытие «Титаника» стало началом новой эры изучения океана и вдохновило множество исследований, связанных с морскими катастрофами и их последствиями.